Доброго всем времени суток. Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки и комментарии. Спасибо вам. Смотрим, внимательно слушаем, думаем, помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе от результатов этого расклада, нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Вы только вы творец своего счастья. Тема сегодняшнего расклада. Женский взгляд. Какой женщины вас видят? Что женщины говорят о вас и что думают о вас? Для начала делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете. Значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Сами по себе страстная, яркая, темпераментная. Привлекаете мужчин. Другое дело, выбор какой вы делаете, в сторону каких мужчин. Так, сейчас это вы. Какое-то время назад выбор мужчины у вас пал. Мужчина по характеристика павлин. Мужчина, который любит себя, ценит все свои достоинства, может превозносить, подчеркивать, делать акцент на этом. То есть не будет скромно там на вторых ролях. Скорее всего, он предпочтет, чтобы он блистал в лучах света. В общем, во взаимоотношениях он себя ставит на первое место, такой человек. А о своих каких-то недостатках, которые есть у каждого из нас, и у него в том числе, он предпочитает замалчивать, скрывать, утаивать, может быть, какие-то шлейфы из каких-то не очень красивых историй, или, в принципе, информация, которая будет, его вот этот облик, вот это созданное вокруг него, вот это облако тут карта, эти перья, да, вот как. В общем, ореол успешности, где-то такого значимого, интересного мужчины, мачо, на расхват. Вот он хотел бы, чтобы какая-то информация, которая будет опровергать это или ставить под вопрос, под сомнение, вообще никогда не всплывала и утаивалась. То есть может быть такая информация. Повторюсь, всегда у павлина есть фасадная эта сторона, очень красивая. И многие девушки, женщины на это все ведутся, обращают внимание. Он мужчина такой, он подчеркивает, повторюсь, свои достоинства, делает на этом акцент. Он лишний раз может даже сделать акцент на том, что посмотри, какой я ресурсный, посмотри, какой я интересный для очень многих, насколько я востребованный. Вот это вот все может человек раздувать. Я не говорю, что это там мыльный пузырь, но сами понимаете, да, насколько можно сразу обратить внимание на какие-то вещи, которые тебе прям так вот в глаза пытаются, вот как пыль в глаза пустить, вот. А какие-то действительно существенные вещи можно упустить из вида. Вы их можете просто не заметить, так как вам будут делать акцент совершенно на других вещах. Так, вот такой мужчина. Опять-таки, тут у вас разбитое сердце. Скорее всего, отношения с ним не выстроились. Какая-то фатальная то ли встреча, роковая встреча с ним была. Скорее всего, это изменило вашу жизнь. С мужчиной не выстроились взаимоотношения, то ли из-за каких-то ограничений, то ли в принципе. Вот тут карта как свинью подложили. Опять-таки, как подмена понятий. Надеялись на одно, были ориентированы на одно и на одни взаимоотношения, получили абсолютно другие. И, скорее всего, обманулись вот прямо в этом мужчине. Может, рассчитывали на, опять-таки, один формат отношений или какие-то проявления с его стороны уже там напридумывали себе, вот он должен так проявлять себя. А столкнулись абсолютно с другой какой-то историей. Тут карта время и лабиринт, скорее всего, уже
время прошло, и вы какое-то время, может, были как ежик в тумане, до конца даже не понимали, что происходит, почему отношения как-то так развиваются. Кто-то даже думал, в чем моя вина, почему я себя так веду, а не по-другому. Тут много, может быть, было вопросов даже и к самой себе. Все-таки больше о вас. Какая вы? А вы на самом деле семейная, ориентированы на семью, деток. Так, доступность. Видите, карта доступность и карта воздуха. Дальше охлаждение. Внешне привлекательно, но если вы сразу бы для себя определились, и сразу вам стало ясно и понятно, что мужчина там больше по нижним чакрам, больше его интересуют там, какие-то, в принципе, сексуальные отношения, больше ничего, или не готов он брать ответственность, или не готов там развивать это, то изначально, мне кажется, вы бы даже, может, этому мужчине дали отворот-поворот. Тут, видите, карта воздуха, это как охлаждение. Думаю, что ничего против прекрасного секса вы не имеете, но, скорее всего, в отношении него вы строили, планы у вас какие-то были более далеко идущие. Сердце разбитое все-таки. Скорее всего, знаете, как лодка наткнулась на какие-то рифы, да, рифы тут, может быть, мужской эгоизм. Где-то вас даже свели, дабы вы посмотрели, как некоторые особи себя любят, как нужно себя транслировать, да, вести, нести как павлин. А карта змея, с другой стороны, это было искушение, соблазн, это, может быть, тяга была, вот, может быть, ни с одним мужчиной вы так себя не ощущали, вот такой привлекательный, сексуальный, желанный. Такие мужчины в моменте могут это давать ощущение. Рядом с ним ты такой себя ощущаешь, хотя это все есть и в вас. Тут скорее, у кого-то может быть еще сочетание. Запретный плод сладок, мужчина мог быть не свободен. Все-таки тут карта ограничений, это тоже об этом. Все как будто бы, можно сказать, у кого-то это в прошлом, у кого-то это смерть, это трансформация. Сейчас это все по-другому вы на взаимоотношения найти смотрите, уже постфактум. У кого-то спокойнее, у кого-то пытаетесь даже разобраться, почему так случилось. Зачем этот мужчина в мою жизнь пришел, появился, и для чего. Такая ваша сигнификация у меня выходит. Вот такая история. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, женский взгляд. Какой мужчины вас... Ой, мужчины, женщины. Причем тут мужчины? Женщины. Какой они вас видят? Первое, что они говорят о вас, женщины? Что они думают о вас, когда остаются наедине сами с собой? Что говорят о вас, что думают о вас женщины? Что говорят о вас женщины? Что думают о вас женщины? Что говорят о вас? Что думают о вас? Что говорят о вас? Что думают о вас? Начинаем. Что говорят о вас женщины, когда они собираются в какие-то группки друг с другом? Так, общаются. Интересно.
Кстати, могут говорить о вас, что вы найдете к любому человеку, можете найти подход. Из вас получился бы очень хороший психолог. Кто-то и правда работает с людьми, в какой-то такой сфере, помогает людям. При этом тут такой нюанс, как будто бы вы можете работать с людьми тут токсичные, тяжелые. Люди, которые, знаете, устали от жизни, да, могут. А вы как будто бы можете к ним найти подход. Сфера деятельности ваша, опять-таки, это помощь людям, сами по себе добрая, все понимающая. Опять-таки, женщина, которая обладает тут каким-то ангельским терпением. В любом, даже не очень хорошем человеке вы можете разглядеть что-то прекрасное, да, замечательное. И у кого-то еще можете поучиться. Так, при этом человек может быть действительно ядовитый, токсичный и нести разрушение. Вот как-то так. Так, почему-то могут говорить о том, что дома, там, где мы, по идее, должны напитываться энергией, отдыхать, восстанавливать свои силы, дом, где у нас должно быть в идеале ощущение «мой дом, моя крепость, защита». А вы тут как будто бы с какими-то тут карта, смотрите, связанные руки, как, уж не знаю, девочки, кандалы, да? Это как будто бы у вас какие-то есть ограничения. Может быть, именно дома. Дома вот как будто бы у вас... Ну, у кого-то, давайте так, это может проиграться, если супруг там старается вас контролировать, пытается вас контролировать. У кого-то ревнивый супруг. У кого-то, может быть, в силу, не знаю, каких-то разных причин, вы просто, может быть, дома не совсем чувствуете на данный момент себя вот... Ну, как бы, ну, опять-таки, пытаюсь как это так тактично сказать, не очень гармонично вы себя там чувствуете, ощущаете. При этом у многих из вас, кстати, может быть желание вне дома начать новый бизнес, новое дело. Даже в принципе, как будто бы есть желание вырваться из дома. Может быть, даже на какую-то в идеале там, ну, работа, да, заработок какой-то. Не настолько он привлекателен, ну, для многих это повод выйти, вырваться из дома. Девочки, извините, но это такие карты. Вот тут карта дом, тут эти прям ощущения, человек сидит со связанными руками в какой-то, как, не знаю, в темной комнате. При этом эта карта перед этим еще карта охота. Говорит о том, что с вами вполне возможно есть мужчина, который в свое время он мог проявлять себя заботливым, внимательным, но эта забота и внимание у кого-то очень быстро, у кого-то со временем переросла в контроль. Ну, гиперопека, гиперконтроль, тут вот такое вот что-то. И тут чуть ли не вы сами осознанно вот пришли к этому союзу, сами. Тут у кого-то прям, может быть, это была любовь. Я имею в виду не просто там союз по расчету там какому-то. Тут любовь, может быть, была. И вы видели в нем как защитника. У кого-то это так история может отыграться. Но тут кармический узел. Как будто был какой-то урок. Вот он уже... Вы сами очень многое уже понимаете. Тут закономерность какая-то прослеживается. Могут говорить о том, что вы, допустим, если не слишком на данный момент счастливы в личной жизни, вы стараетесь, может быть, по карте дельфин найти что-то новое, опять-таки увлекаетесь чем-то новым, как будто фокус внимания хотите с семейной жизни, с личной жизни переместить, может быть, на какую-то другую часть вашей жизни, сферу вашей там, деятельности какой-то. Опять-таки, тут карты много говорящие о том, что вот тут они много говорят о том, что в вашей жизни вот как цикл какой-то прокручивается, сейчас вот что-то заканчивается. Знаете, как одни двери закрываются, неизменно открываются другие. И вы как будто в предвкушении этого, в преддверии.
Может быть, кто-то из девочек знает о ваших каких-то планах. Но тут карта незнакомая. Ну, это, скорее всего, говорят карты о том, что вы готовы для чего-то нового, неизведанного. И вы готовы сделать ставку даже на это. Как будто бы вот, смотрите, тут вот цикличность, да, вот прокручивается, и тут карта гроб. То есть где-то уже в прошлом, в том, что вы там умеете, знаете, вот там тут может быть какая-то, повторюсь, там работа у вас была или есть она, вы в этом уже вы уже в этом чего-то достигли действительно, но вам, скорее всего, в этом уже тесно. И могут разговаривать девочки между собой, говорить, да, она чем-то там новым занялась или мечтает заняться, или она растет, развивается. Тут все об этом. Тут как будто бы они на вас смотрят, и тут восхищение. Восхищение и понимание того, что вы уже выросли. У кого-то выросли из каких-то взаимоотношений уже давным-давно. Кто-то из девочек вырос там из какой-то сферы деятельности, в которой вы там профессионал уже. Ну, тут так, девочки, вот как-то разговаривают о вас в этом таком смысле. Так, еще. Еще могут, знаете, как тут прям восхищаться тем, насколько вы, если увлечены чем-то, увлекаетесь, насколько вы можете этим гореть и увлекать, также быть идейным вдохновителем для очень многих, тех же девушек. Тут вот мне так идет. Угу. Тут у кого-то рассказывают, что вы увлекаетесь эзотерикой, понятно, психологией, тут вот такое тоже. И говорят, что это ваше, могут говорить об этом. Так, все, это говорят. И давайте посмотрим, что они думают о вас. Интересно. Сейчас последние буду карты докладывать. Ну, тут у меня что думаю? Думаю, что сейчас почему-то у вас, видите, тут как ребенок, который слезки льет. Ну, какая-то печалька. В связи с чем? Тут карта, это больше как семья, верность. Давайте так, и какой-то принц у меня. И дальше карты такие: тяжесть, туча, остуда. Это история о том, что, скорее всего, думают девочки, там, может, женщины какие-то, которые знают вас, что вы бы хотели в семейной жизни, может быть, там, выйти замуж за одного и всю жизнь с ним прожить, да, при этом вам бы хотелось, чтобы этот мужчина был ресурсный, карта принц, то есть, ну, все мы хотим, наверное, принцев королевичей, ну, не все, но подавляющее большинство, только у каждого свое видение этого принца, да. Тут такое, знаете, могут думать о том, что вы вышли замуж или выбрали мужчину, на которого возлагали вот тут такие надежды, ожидания в связи с ним. Ну вот они думают, что тут как ребенка обманули, вот тут какая-то подмена понятий. Вместо того, что вы там себе напридумывали, намечтали, планировали, сейчас тяжесть, видите, и тяжесть как будто бы... Проблемы могут быть, да. Тут к женской ножке красиво гиря привязана. То есть все как будто бы оборачивается совсем не так, как вы мечтаете. Более того, туча, это значит, оно сгущается. То есть может быть элементарно у какого-то, если мужчина рядом с вами, там проблемы со здоровьем, финансы, тут у каждого свое. Но отчасти, видите, тут как к ноге раз эта гиря привязана, и черная кошка. Это история о том, что где-то эти какие-то неприятности, почему-то это рядом с мужчиной связано, семейная жизнь, они как не заканчиваются. Вот не пойму я. И это из той серии, когда гиря то привязана к ноге,
И ты живешь, и эта гиря висит на этой ноге. Вот так вот как-то вот. Как будто бы, я даже не могу сказать вам. Ну, тут как будто бы история о том, что, скорее всего, если вы с мужчиной с каким-то проживаете в союзе, то они понимают, что вы особо и не планируете с ним расставаться, но то ли взаимоотношения ваши становятся, ну, явно не лучше, то ли перспективы какие-то такие, знаете, не очень радужные. Ну, девочки, что вышло, то вышло. Так, тучи. При этом у кого-то тут прям думают еще, знаете, как будто бы все так хорошо начиналось, все у вас. А тут карта и остуда, и карта Вольт. Это карта из магической колоды, как манипуляции. Могут еще считывать, что как будто бы, может быть, знаете, как была любовь такая, да, а потом как любовь прошла, ушла, а вы сейчас в таком состоянии, как будто вами, может, даже этот мужчина пытается манипулировать, управлять, где-то волю вашу как подавлять. Вот это все сюда. У кого-то, если мужчина злоупотребляет алкоголем, то тут, знаете, мужчина может быть как ведом вот этим, как алкоголем, и не сам, ну, не сам себе до конца не принадлежит. У кого-то так может. Как я могу это прочесть? Алкоголь, и тут карта сокрытия. Тут как будто бы еще могут додумать о том, что вы очень многое скрываете. Они по каким-то обрывочным, там, не знаю, по обрывочным словам, фразам, по каким-то сведениям обрывочным, они составляют вот такую картинку. Картинка, будто бы у вас сейчас вот в личной жизни проблемы. И оно как снежный ком, извините, накатывается. А вы это все скрываете, вы не хотите это, понятно, выносить на обозрение общественности. Тут что-то, сейчас я последнее доложу тут. Это вас такой вид. О чем это? О чем? Угу. Ну, знаете, еще как думают. В идеале, что вы хотели бы, может быть, с каким-то мужчиной изначально планировали с ним до старости прожить. Карта верность, видите, тут старушечка, старичок, и карта тут руки, видите, такие, старость. То есть, как будто бы у вас были планы. Может, ставку вы делали на какого-то мужчину. Сейчас вот опять-таки ощущение, что вы разочарованы, не получили желаемое. И, кстати, кто-то из девочек может думать о том, что вы сейчас будете максимально все скрывать, в том числе свою, ну, жизнь, личную жизнь. Но при этом вы, вот тут карта Лилия, красивые. Хотелось бы вам романтики, все так же хотелось бы. Они видят вас женщина, которая ухоженная, ну, стремится быть ухоженной, привлекательной. И вам катастрофически не хватает вот этой какой-то любви, романтики, заботы. Но тут карта Лилия, это где-то и наивность, и тут карта всадник. То есть, и знаете, такое сочетание, тут княгиня, тут воровство. Карты говорят о том, что они думают, что вы можете, находясь в браке, в союзе с кем-то, не решаясь как вам сказать, разорвать взаимоотношения там, то ли с супругом, то ли, ну, семья у вас уже, да, но вам очень не хватает, опять повторюсь, вот этой самой романтики пресловутой, и вы можете, ну, давайте так, заводить романы, флиртовать с кем-то, и они тут вас даже, как вам сказать, тут идет каких одобрения между строк, я не знаю, почему так, но так. При этом карта княгиня, ну, тут высокая ваша оценка, но тут такой смысл, знаете, как будто бы они могут думать о том, что вы, тут карта воровства, на стороне можете, опять-таки, заводить те же самые романы или какого-то любовника. Но любовник, опять-таки, может быть женат. Я не знаю, что такое они вот тут думают про вас. При этом это все скрывается, как будто бы вы в жизни не расскажете никому. Карта замок, да, и карта подчинения. Подчинение вокруг шеи намотаны цепи. То есть вы как будто бы подчиняетесь где-то той ситуации, в которую вы попали. Подчиняетесь,
знаете, как выражение такое, мне оно не нравится, но вот судьба у меня такая, да, но при этом вот, это как будто бы внешне вы так там где-то даже показываете, транслируете. Ну, все так есть, как есть. Но при этом вы остаетесь вот такой, какой-то привлекательной, живой, красивой, где-то слегка наивной. Вот они так видят. Такое сочетание, да? Как будто бы у вас и статус присутствует, да, статус, ну, пусть по княгине женщина замужем, семья, муж, но при этом рядом карта воровства, женщина, которая им кажется, они почему-то уверены, вы там можете позволять себе, ну, как минимум, там, какой-то флирт, это как минимум, а то и встречи с какими-то мужчинами, так как в личной жизни вам не хватает, я уже озвучила, чего? Любви, нежности, романтики. Вот тут как-то так. Ну, вот сегодня у меня такой, девочки, расклад, уж не знаю. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.